Вообще идея была очень простая. Я хотел создать место, куда я сам хотел возвращаться. И мы верили, что такие люди, как мы, тоже будут приходить, и их, наверное, чуть больше, чем я и мои друзья. Но в тот момент вообще был бум кофеин. Было, наверное, 2-3 кофейни на весь Ташкент. И B&B был для меня самый, наверное, близкий по духу, потому что он был очень стильный на тот момент. B&B — это то место, куда я прихожу и чувствую себя в своем месте. Без лишнего пафоса, то есть туда можно было прийти в любое время суток, не думать о том, там, кто вокруг. И у тебя нету какого-то давления на тебя, как ты должен себя вести или как ты должен быть одет. Ты можешь прийти в шортах. Я могу здесь поработать, иногда просто посидеть за кофе. При старте своего бизнеса практически все пользовались B&B как офисом, потому что комфортно, удобно, непринужденно. Наверное, это что-то между привычкой и зоной комфорта. Вначале там вы просто нарисовали B&B, это был логотипом. Сейчас B&B стал брендом, которому люди доверяют, многие года ходят, в котором стабильное качество, который не изменяет своим ценностям. Я как гость смотрю, что бы мне хотелось, и с этого все исходит. Стоило один раз тебе туда прийти, второй раз тебя встречали, будто ты к ним ходишь каждый день. Это очень сильно подкупило на первых этапах, и я туда часто ходил как гость просто. Первая мысль, когда я просыпаюсь, это B&B. Потому что, да, я знаю, сейчас я еду на работу, да, я знаю то, что сейчас я буду пробовать наш кофе, да, я знаю, что я буду создавать ту атмосферу, которая уже хранится. Я помню, у нас была группа, мы были еще маленькой кофейней, мы находили фотографии с Инстаграма, мы отправляли в группу, писали имя гостя, предпочтения, обычные заказы. Но это не единичный элемент. Там есть комплекс, огромный комплекс мероприятий, огромные усилия людей, душа, которую они вкладывают, концепция, элементы, детали, декор. Все вместе создает в итоге продукт. Это тоже не пришло сразу. Путем пробы и ошибок. Мы сказали, окей, давайте напишем какие-то регламенты, каким-то стандартам. Мы пытались мини-ролики снимать. Именно вот эта вся система, то, что выстроена, то, что все скрипты у нас прописаны, нереально облегчает работу. Можно проверить абсолютно все, не упустив мельчайших деталей. И тем самым уже, когда начинается активная посадка, мы можем больше времени уделять именно нашим гостям. Они через вот это все прививают людям культуру общения, проведения совместного времени. Борьба за жизнь и существование с охватившей весь мир коронавирусной инфекцией, с самым распространенным на сегодняшний день диагнозом COVID-19. По большей части во время пандемии был реально страх в том плане, что в тот момент очень сильно затронул сферу общепита. Многие заведения просто тупо начали закрываться в плане того, что банкротство и все в таком духе. Ну, в тот момент вообще же непонятно было, то мы работаем или не работаем. Появилась какая-то новость, ты говоришь, окей, мы меняем это, меняем то. Это такое время очень быстрых решений. Самое важное было сохранить команду. На кухне один не воин. Там должна быть команда. И самого тяжелого это был тот период, когда абсолютно все филиалы у нас закрылись, и остался только один шот в Руставели. Джахангиру могу сказать спасибо, что в тот момент, даже в себе убыток, он открыл этот филиал. Атмосферу создают люди, которые приходят, люди, которые встречают. Мы вдвоем там вместе с Ардораке работали. Гости приезжали, аж кушали, с собой брали, там же на улице, они его кушали на багажнике, ставили кофе, сэндвичи. У нас упаковки иногда заканчивались. Самое сложное это было, когда в субботу-воскресенье не разрешали ездить машинам. Мы приезжали, получается, в пятницу на работу и до понедельника на работе находились. Вот это одно из самых сложных было. Но было весело. Во время пандемии мы открыли 2 филиала вообще-то. Джахангир выпустил туда на тот момент приложение уникальное, что каждый гость может абсолютно сам все заказать. От официанта просто требовалось это блюдо подать. Раньше в корейских, в китайских ресторанах были вот эти кнопочки для вызова официанта. Не было
приложений, которые можно было заказать за столом. Та же самая доставка до стола. Аналогов я, по крайней мере, даже в других странах не видел. Мы не теряли на телефонные разговоры, не отвлекались. Ты можешь спокойно в расслабленной обстановке все посмотреть, увидеть картинки, почитать, выбрать все, что тебе нужно, дать всевозможные комментарии, отправить заказ. И на протяжении всего дня тогда реально очень много именно доставок у нас было. Можно сказать, у нас работа кипела в тот период. Мы не просто там поймали волну хайпа, но и действительно давали качественный продукт. Мы смогли вырасти за эти годы, то есть с одной небольшой кофейни на 8 столиков. Перерос в сеть, которая оказывает огромное влияние на рынок. Всякие форс-мажоры бывают, но все же именно основная задача – это быть лояльным гостю. Риск, конечно, был. Я общался со своими партнерами, я говорил, что вот я хочу создать такое приложение. Они сказали, скорее всего, это не сработает, скорее всего, это будет там деньги на воздух, но я точно понимал, что это поможет людям быстрее решить их вопросы. Прям любитель. Для меня кофе – это не про напиток больше, а про общение. Это про атмосферу, это про то, как ты себя чувствуешь здесь, людей вокруг. Есть постоянный гость. Еще когда я работала на счет Руставели, он пьет айс американо. Хоть я работаю на позиции менеджера, администратора, по сей день он любит, когда я ему сама кофе делаю. Впервые я оказался в B&B еще во времена учебы в университете. В B&B за 10 лет очень много разных таких мелких микромоментов произошло. Здесь я написал свой диплом. Мы когда свой бизнес с моим другом, партнером Айбеком создавали, мы на очень много лет потом сделали B&B на именно счет Руставели, местом, где мы работали, где проводили переговоры, встречались, просто встречались, пили чай. Это был наш такой второй дом. Я очень много вложил в B&B. Можно сказать, это второй дом. Я там познакомился с девушкой, теперь она моя жена. Я с ней так очень аккуратно смог познакомиться, не нарушив никакие внутренние правила компании. Изначально B&B когда-то в далеком 2015 году представлял собой одну кофейню на счет Руставели. На данный момент уже большая сеть из 8 филиалов. Сейчас же B&B даже вышел на рынок франшизы. Это прям вообще вау по факту. С 2025 года мы активно работаем в сторону франчайзи. Есть планы на выход на международный рынок. Хочется увидеть на других рынках бренд, который возник в Узбекистане, создателем которым является, тем более, друг. Я сам кайфую в этих стенах, и мне очень нравится, когда ты просто смотришь за столом, что происходит. Кто-то он просто общается, кто-то ведет прям переговоры. Ты понимаешь, что мы реально помогаем людям менять мир вокруг нас. И это прям кайфово осознавать.